Всем привет! Сегодня я буду запекать кабачки по-новому. Если вам интересно, что же нового я использовала, то смотрите до конца это видео. Для начала помою кабачки. У меня они молодые, поэтому кожицу не убираю. Но в принципе, даже если они не молодые, то выпекаться будут около часа и все станет мягким. Отрезав плодоножки и хвостики, разрезаю пополам. Сейчас будет трудно объяснить, как это сделать, но в общем я вырезаю сердцевину. Чем больше лодочку вы сделаете, тем будет вкуснее, потому что там будет начинка. А вообще вместо этого овощи можно использовать баклажаны. Мне они нравятся даже больше как блюдо, потому что вкус более насыщенный. Вот что получилось. Запекать кабачки я буду на противне, застеленном пергаментной бумагой или обычным пергаментом. Смазывать растительным маслом не буду. За последнее время пергаментная бумага стала для меня настоящим открытием, потому что можно застелить весь противень и не нужно заморачиваться с замачиванием грязного пергамента, на котором что-то пригорело. Просто выбрасываем и все. Для вырезания сердцевины я пользовалась овощечисткой, но можно это сделать и ножом, и ложкой. Выкладываю кабачки на противень одним слоем друг рядом с другом, пытаюсь, чтобы не было наклона и жидкая начинка не вытекала. Чем же я буду начинять кабачки? Честно говоря, в холодильнике у меня почти ничего не было, кроме яиц. И я решила сделать смесь, похожую на омлет. В миску разбиваю 2 яйца, мелко нарезаю чеснок, можно натереть на терке. Добавляю по вкусу соль, перец, немного молока, его можно заменить на воду или вообще не добавлять. Роль загустителя будет играть обычная мука, я добавила примерно 4 столовые ложки. Смесь, похожую на омлет, перемешиваю венчиком. Под каким-то видео мне писали, что я в блюдо добавляю слишком много чеснока, но, честно говоря, я бы добавила еще больше в эти кабачки, потому что чувствовалось не сильно. Теперь я разливаю эту смесь, похожую на омлет или кляр, в лодочки из кабачков, и на этом моменте я пожалела, что не вырезала сердцевины побольше. Для румяности я решила смазать кабачки сверху растительным маслом, можно сделать растопленным сливочным, а можно вообще этого не делать, так как сверху будет присыпка из сыра. Ставлю выпекать овощи в духовку, разогретую на 190 градусов на 30 минут. А в это время займусь приготовлением второй начинки или присыпки. Забегая назад, я говорила о том, что в холодильнике у меня почти ничего не было, но был маленький кусочек твердого сыра, который я натерла на крупной терке. И был кусочек плавленного сыра, который я тоже натерла на терке. Честно говоря, второй плавленый сырок немного испортил картину, так как аромат всего блюда был как дешевые приправы. Поэтому лучше возьмите побольше твердого сыра. И при выборе этого продукта обращайте внимание на то, чтобы он хорошо плавился. В это время я уже достала овощи из духовки, я ее в это время не выключала. Смазываю кабачки кетчупом для сочности или майонезом, или можно сделать сметанно-чесночный соус, в общем, чем-то, что даст сок. Смешав эту сырную присыпку, выкладываю ее на овощи. Выпекать овощи буду в духовке при той же температуре 190 градусов еще минут 20-25. Важно, чтобы сыр расплавился и кабачки стали помягче. Вот и все, блюдо готово, осталось самое приятное, его красиво подать, украсить, можно воспользоваться для этого зеленью. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и заглядывайте в описание, там я оставила все пропорции ингредиентов.